В этом видео предлагаю вместе со мной отправиться в автопутешествие вокруг Ладожского озера. Никаких обычных достопримечательностей вроде Рускеала или Валаама. Впереди нас ожидают майнинг драгоценностей, потрясающая природа, каменные свидетели давно ушедшей эпохи, немного заброшенного, столетние беспилотные электростанции и великолепнейшие виды. Но пока обнуляем одометр. Ну как обнулим одометр? Было бы, конечно, здорово обнулить одометр. Занулим. Ну и посмотрим, сколько мы там накатаем. И выдвигаемся из Москвы по всем пробкам. Надо было перестраиваться дальше. Снимать платную дорогу не прикольно, она прямая, не живописная, но обратить внимание на деревца за бортом. Скоро они сильно поменяют свой вид. Ну, а еще я, конечно, в курсе про белые ночи, но как-то не задумывался, что даже в мае, по мере приближения к Санкт-Петербургу, солнце будет слепить меня все время. Ранний подъем. Какая же рань. Зато пусто. Поэтому погнали. И первая точка нашего интереса – достопримечательности из раздела «О, прикольно, но вы сами вряд ли туда поедете». Просто потому, что сейчас вам все покажу. Всего лишь сотни километров от Санкт-Петербурга по Приозерскому шоссе и далее еще пару верст по лесным колдобинам. Все дальше и дальше от грунтовки. Десантируемся посередине живописного поля. Забавно. Яндекс.Карта считает, что если вы примяли траву, то это можно нарисовать как тропинку. И нам туда, в лес, ближе к реке Вуокса. Да, может показаться, что мы просто ломимся через лес. В принципе, как-то так оно и есть. Пробираемся сквозь лес, обходим поваленные деревья, иногда не обходим. Чувствую себя прям диким животным, которое прет напролом. Смотри, как живописненько. Знаешь, как понять, что мы в лесу под Питером? Это колючая проволока, причем старая. Корни вплетены в камни. Какая ж мощь тут росла-то. А вот и первая цель нашего путешествия. Понимаю ваш немой вопрос, а собственно где? Давайте подойдем поближе. Если вы не разглядели, это камень. Ну, хорошо, достаточно большой камень в лесу. Но вот история его появления здесь. Дело в том, что в 1323 году после 30-летней войны между Шведским королевством и Новгородской республикой наконец-то заключен мирный договор. Подписан он был в крепости Орешек, поэтому договор Ореховецкий. В тексте договора границы описываются. Впрочем, давайте просто зачитаю. А развод и межа от моря река Сестрея, от Сестры мох, среди мха гора, от толя сая река, от сае солнечный камень, от солнечного камня на черемной щели на озеро Лемба. Весьма неплохо для 14 века, но, как вы понимаете, границы надо как-то обозначить на местности. И огромные валуны отлично подходят для этих целей в качестве межевых знаков. Всего таких валунов известно с десяток штук, причем в научной сфере идут дебаты, является ли какой-то из валунов подлинным или нет. Но в отношении нашего большого друга вроде как никто не спорит. Знакомьтесь, Пяявикиви, или с финского «солнечный камень», или по-шведски «солстейт». Как будто в Skyrim играю. Еще до середины прошлого века считалось, что этот камень был уничтожен, что весьма странно, поскольку до этого момента рядом была деревня. Местные-то должны быть в курсе. Но, как видите, каменюка вполне себе цел. По размерам 6,5 метров в длину, 5 метров в ширину и в высоту 3,5. Впрочем, так пишут в интернете, так что точно правда. На фоне человека он, мне кажется, сильно больше. Учитывая габариты, эта штука весит примерно 100 тонн, так что без понятия, откуда финны взяли историю, что местные сбросили его в реку. Какая из сторон и когда конкретно занималась установкой данного межевого знака, науке неизвестно. Также на этом камне отсутствуют какие-либо знаки, хотя на других они могут быть. Правда, с оригинальностью тоже есть вопросики. Я был бы чуть ловчее, я бы залез на него. Так? А так вряд ли. Я еле достаю макушкой до него, и еще тут подо мной метр, наверное. Так что скажем, что он 4 метра в высоту. Думал, что вот эта табличка установлена каким-то государственным учреждением. Ну, как-никак, часть истории страны, но нет. Это волонтеры из историко-краеведческого объединения «Карелия». Так что спасибо им большое. Достаточно забавно, что вот этот булыжник действительно осязаемое доказательство существования государств и их договоренностей. Такой немой свидетель очень далеких, но реальных событий. Идешь такой по лесу, тут межевой камень. Забавный факт. Тот самый мирный договор, по которому тут и появился камень, был заключен, цитирую, «на вечные времена». Граница изменилась спустя 270 лет, так что в целом примерно вечные времена и вышли. Стоит ли сюда ехать, решать, конечно же, только вам. Буквально в паре километров, кстати, есть еще руины фортов линии Маннергейма, но об этом в другой раз. Хотя в целом могло бы быть и чуть более облагорожено. Мне же, в отличие от вас, еще из леса выбираться и двигать на следующую точку. Да, лесолаз из-за меня так себе. Как тут полезно
повезло. С болью и страданиями. Надо было найти просто тропинку, все было бы сильно лучше. Слушай, ну по полю намного кайфовее идти обратно, по крайней мере. Поле прям зачетное. Прям поле. Продолжаем наше путешествие. Природа меняется, и потихоньку появляются скалы, а мы пересекаем границу Карелии. Лахденпохский. Ох уж эти потрясающие названия. Выскакивают из головы быстрее, чем дочитаешь до конца. Ну да, когда с туристическими достопримечательностями никак. Говорят, есть еще хутор с бобрами, и это топовая местная достопримечательность. Поэтому я как увидел такую красоту, это я про кирху, решили забежать. Ну, с крышей как-то у нее не очень. Но выглядит красиво. На возвышении, кстати. Ее прям издали видно. Если бы у нее еще башня была. Башни нету. А еще вход по 500 рублей с носа. Как бы нет спасибо за голые стены. Крайне странный бизнес. Так что погнали дальше. До Шанхая не подскажете дорогу? Нам же в край петляющих дорог, низких карликовых березок, забавных названий и потрясных видов. Да, кстати, 1100. территория западнее Ладожского озера очень часто меняла свою государственность. С распадом Российской империи Финляндия стала независимой, но уже в 1939-м начинается Зимняя война. С большими потерями была достигнута главная цель – отодвинуть границу от Ленинграда. Выборка стартовала, опять меняет флаг, только это уже Red Flag. И это снова меняется буквально спустя год в рамках Советско-финской войны. Так что посетим и бывший военный объект. 1943 год. Лахденпохский район. Командование финской армии решает построить бункер. Ну, знаете, эти вояки, они очень любят строить штабы, только не из подушек, а при помощи, конечно же, динамита, путем его закладки в естественный грот, в котором было бомбоубежище. А это финский бронеколпак модели 41 на входе. Да, что все музеи были такие. Выхода и входа, кстати, два. Они достаточно высокие. Строительство велось при помощи техники, чтобы маскироваться с воздуха. После окончания строительства здесь вполне можно было укрыть несколько автомобилей. Бункер строили для командного состава Ладожской прибрежной бригады, то есть для высших чинов. А как вы понимаете, под скалой вечно сыро и холодно. Для комфорта внутри скальной выработки соорудили второй контур, за счет которого возможно поддерживать комфортную температуру и влажность. Ну и, конечно же, душевые, питьевая вода из озера, фильтр вентиляционной установки, отопление, электричество, кабинеты, пищеблок – все по высшему разряду. Бункер с высотой потолков 4 метра. Это прям лакшери. В одном из залов должен был быть огромный open space, в другом – отдельные кабинеты начальства. Как вы видите, сохранность бункера существенно отличается от того, что обычно видишь. Дело в том, что некие господа в 21 веке выкупили никому не нужный посреди ничего грот со всем содержимым и начали долго и упорно превращать его в патриотический музей, который теперь называется «Гора Филина». Выныриваем на улицу через второй вход и давайте поднимемся на эту гору с чудесным названием Хуханмяки. Скала супер мощная. Кажется, что она способна выдержать прямое попадание какого угодно сюрприза тех лет. Березки, камни, мох, полная маскировка 750 квадратных метров помещений подо мной. Бункер торжественно сдали в эксплуатацию весной 44-го. Кстати, сам Маннергейм, имени которого оборонительная линия Финляндии, приезжал на строительство и запуск этого бункера. Но уже в сентябре 44-го Финляндия вышла из Второй мировой войны. Так что никаких боев именно здесь не было. Финны взрывать, правда, уходя не стали, просто вывезли все оборудование и документацию. Так что поработать сооружение по прямому назначению не успело. Ну, скалу они выбрали зачетную. Вот это нормальный камень в лесу, а не вот это вот. Фан-факт про Дмитрия Анатольевича. И финская казарма... Ну, она прям так и манит. Но нам пора дальше. Жесткие тайминги. Не доезжая с Артовалы, сворачиваем и устремляемся в сторону Финляндии. Вроде как обычная грунтовая дорога в никуда посреди леса пересекается с лепочками на скалах. Красивая. Сейчас это все элементы единой электрической сети, но так было не всегда. Будем чесать дальше к электростанции. Даже гидроэлектростанции, я бы сказал. А именно на небольшую ГЭС мы и нацелились. Впрочем... Так мы и едем. Еще 7 километров. Ну, то есть до ГЭС мы не доехали. По пути все равно постоянно отвлекаюсь на потрясающую карельскую природу. Как понимаю, Что здесь просто добывают песок. не знаю, сколько здесь метров, но голову прям приходится запрокидывать. Конечно же, туда надо залезть. История ГЭС Петкакоски началась в 1912 году еще при финнах. Ее построили на реке Китиньоки, чтобы питать целлюлозно-бумажную фабрику ниже по течению. От последней мало что осталось, и мы туда не полезем. Надеюсь, мы не потеряемся в этих двух елках.
Чуть позже город Сартовала выкупил нашу ГЭС для собственных нужд. Но быстро стало понятно, что мощности не хватает, и в 1930-х годах начинают глубокую модернизацию Петкекоски, длинный порог с финского. До Советско-финской войны успели построить новое здание ГЭС и водосток. Желоб, скорее всего, это просто для сброса избытка, если он есть. Да, вот этому миленькому белоснежному зданию с красной черепицей почти сотни лет. В нем и находятся все необходимые механизмы. Думаю, и Сартовалу она тоже может запитать. Произнося ГЭС, имеют в виду обычно что-то грандиозное на 1000 мегаватт. А у нас тут малая ГЭС на 1 мегаватт. Она, конечно, не выглядит супер огромной, но нифига себе. Знаешь, при словах, что это маленькая ГЭС на речке, на маленькой, представляешь себе что-то более скромное. И стоя тут, все равно чувствуешь мощь инженерной мысли. Кто-то скажет, что это памятник, и какой вообще в этом смысл? Но, во-первых, скажите это 5000 людей в многоэтажке, которые обеспечены электричеством. А во-вторых, именно эта станция полностью автономна, работает без дежурной смены. Если что вдруг случится, пришлет смс-ку, типа как ваш отопительный котел на даче. То есть расходы на ее содержание прям, совсем небольшие. Поднимаемся к верхнему бьефу нашей ГЭС, чтобы полюбоваться плотиной, ведь эта ГЭС является смешанной. Часть напора создается за счет деривационного канала, а часть напора — водосливной плотиной. Пойдем, посмотрим. Слушай, да, тут место для пикника просто шедевральное. Мы, кажется, и добрались. Давайте любоваться видами небольшого водохранилища. После финской войны станция ненадолго стала советской, но вскоре началась Великая Отечественная, и, отступая, советские войска разрушили плотину. На этой фотке, возможно, я стою на старом основании плотины. Впрочем, финны все починили к 1943-му, но опять-таки ненадолго, поскольку Вторая мировая для Финляндии закончилась в 1944-м, как я уже говорил, и Сартовала, и ГЭС отходят СССР. Как вы понимаете, с документацией у советских инженеров возникли небольшие такие проблемки. Да и в целом весь проект — сборная солянка. В 1947 году станцию все-таки запустили, и изначально было 2 турбоагрегата, но меньше демонтировали уже в 60-х. Итого на сегодня в работе радиально-осевая турбина с диаметром колеса 1,2 метра, изготовлена в 1946 году финской Тампело. Генератор шведской компании Asian, тех же годов выпуска. Внучку этой компании вы, скорее всего, знаете. Это ABB. Зная это, становится понятно, почему внутри такое изобилие финского инструмента. Тут, по идее, мотора не хватает. Это оригинальные заслонки, или затворы. Предположу, что их по числу турбоагрегатов. Нужны для регулирования потока воды на турбину, то есть регуляции генерации электричества. И для поддержания уровня воды, конечно же. То есть очевидно, что они до сих пор поднимаются, да и выглядят обслуженными и ухоженными. А мотора и правда нету. Напоминаю, что станция автономная, и ему могли бы приделать ноги. Надписи на бусурманском, куда без этого. Обернемся на саму станцию. Под покрытой мхом поверхностью находится 27-метровый водовод, по которому и поступает вода на турбину. Для понимания высоты дамбы воспользуемся дедовским методом. Нормально так. Чуть правее, но водосбросом, похоже, не особо пользуются. Тут прям совсем сухо-сухо. заодно через него можно сбросить всякий мусор. Давайте полюбуемся еще пейзажами. Такое необычное сочетание практически нетронутой природы и чего-то индустриального. Я думаю, что сброс происходит только в активные снеготаяния. О, еще одна площадочка для пикника. Интересно, тут сотрудники, когда приезжают тут обслуживать, они такие типа: ща пожрем, Васян. А ё-моё, да тут прям all inclusive. Смотри, пила, шашлындос, мыло вон лежит. Веревки, правда, не хватает. Тут прям вообще лакшери. И живописно, конечно. Подытоживая, автоматическая вековая ГЭС мне очень зашла, и я очень рад, что увидел это вживую. На обед и ужин, конечно же, традиционные калитки с разнообразной начинкой. Кстати, не знал, что в Карелии действительно выращивают много рыбы. Завершаем день в одном из множества глэмпингов, чтобы полюбоваться природой. 20-23. Офигеть. Солнце еще высоко. Я в курсе про белые ночи, но на записи ранняя весна, так что эта штука ломает мне мозг. Хотел бы я всегда просыпаться с таким видом, впрочем, нежиться нам некогда, и впереди куча всего интересного. Прыгаем в машину и перемещаемся по понтонной
понтонному мосту в Сартовалу. Не хотелось бы тут ездить по льду. Микропрогулка по Сартовале начинается с очень монументального и с нотками какого-то итальянского ренессанса здания банка. Грандиозные тумбы при входе присутствуют. Построено в 1915 году, и изначально там тоже размещался банк. Ну, понятное дело, финский. На тумбах вырезаны инициалы названия этого банка в шведской и финской транскрипции. Повеяло аж какими-то рыцарями. Конечно же, заценим подворотню у администрации округа, это слева, а здание с башней — администрация городского хозяйства. Чуть дальше неприглядное деревянное здание пожарного депо 1888 года, как много бесконечностей. А прямо напротив меня небольшой замок начала прошлого века. Внизу банковская контора, а наверху квартира для директора. Этакая удаленка прошлого века. Спустился, и ты в офисе. Так и не скажешь, что ты в городе. Впрочем, население Сартовалы меньше 15 тысяч. Прикольный дорожный знак, и доходим до самого богатого деревянного здания города. Ну, по крайней мере, в 19 веке так точно. Конечно же, это ратуша, правда, тут реновация полным ходом. Перенесемся на пару километров от Сартовалы. Да, пойдем прошвырнемся по культурной части. Лезу я на гору Пасонвуор. По сути, это просто окультуренная природная достопримечательность. Овальная каменная куча и прямоугольная. Судя по раскопкам, люди жили здесь очень давно. Че, полезем? По цивильной дорожке хоть. Пока поднимаюсь, скажу, что у этой территории вокруг Ладожского озера крайне богатая история в плане государственности. Топоним Сартовала встречается еще в конце 15 века, как пограничное поселение. В 1617-м Сердовольский погост отходит к Швеции. В 1705-м в ходе Северной войны захватывается ненадолго русскими войсками, чтобы вместе со всей старой Финляндией при Петре I перейти в Российскую империю. Выборгская губерния переходит в состав Великого княжества Финляндского, и так продолжается до 1917-го, пока княжество не стало независимой Финляндией, а Сердоболь обратно переименовывают в Сартовал. Что ж. Залезем на вершину. На горную вершину. Не уверен, что это древние карелы собрали вот ту пирамидку. Это, короче, экскурсии развлекают туристов, мол, загадай желание при сборке, и когда пирамидка сама рассыпется, то желание сбудется. Ну что, проверим на примере вашей подписки на канал, например. Гора хоть и высокая, как гора, 80 метров высотой. Скорее, каменная скала, но здорово возвышается над окружающей местностью. И виды на озера, леса и болота просто потрясающие. Буквально тут же и железная дорога из Санкт-Петербурга в Рускеалу, так что принимаем стратегическое решение подождать прохода поезда. А значит, могу сказать пару слов про коренное население. Карелы — это малочисленный народ, их осталось около 20 тысяч, что грустненько. Кстати, это единственная республика в составе РФ, в которой ни один из коренных народов, а это еще и вепсы, например, не имеет своего национального языка в качестве государственного. Только русский. Возможно, это как связано с тем, что письменность у них на основе латиницы. А вот и долгожданный поезд. Думаю, вы уже заметили, что он слегка необычный, и это экскурсионный паровоз. И интересно, насколько комфортно из-за шума и клубов дыма внутри. Вы бы, кстати, прокатились? Я вот не знаю. Спускаемся, на выходе тискаю местного экскурсовода и полчаса до следующей точки. Мне очень понравилась небольшая ГЭС, поэтому едем на следующую. Благо, она доступнее в плане дороги. Простите. Перед вами здание машинного зала ГЭС-21 Хомякоски, или старейшая действующая ГЭС в России. Она не беспилотная, тут вообще-то люди работают, поэтому снимаю лишь только воду. ГЭС является первой в каскаде на этой реке, и питала она местную фабрику, на которой изначально производили карбид кальция. Когда запущена, точно неизвестно, но раньше тут чуть ли не экскурсии проводили, и в интернете можно найти фотки изнутри. Там действительно много оборудования с шильдиками 1903. Ну и еще эмблемы людей, поднимающих руку от сердца, хотя на самом деле это герб шведской компании Eija. Сейчас в работе 4 из 5 гидроагрегатов. Текущая мощность 3,5 мегаватта. Справа от машинного зала проходит обводной канал. И давайте переместимся чуть выше. Вот это вот напорный канал, который дает воду туда, на турбины. Канал прорубали в скале. Его длина примерно метров 400. И он сильно выше естественного уровня реки. Сколько высота стенки? Метров 5, наверное. Палатина Немножко подтравливает. Но, может быть, так и должно быть. Заодно на водопад посмотрим. Давайте подойдем поближе и... Но, кстати, шумит-то прям нормально. По всей видимости, старое русло реки, оно же водосброс из водохранилища. На дворе май месяц, а в тени еще снег лежит. О,
Моя пузатерка попала в умиротворяющий кадр. К слову, все локации в этом видео легко доступны на любых авто в сухую погоду, понятное дело. Еще немного живописных пейзажей и заглянем по пути на следующую ГЭС этого каскада. И если первая посещенная ГЭС была автоматической, вторая – самой старой из ныне действующих, то это просто ГЭС номер 22 Харлу. Не удивляйтесь людям на той стороне реки, продолжение поселка. Построена ГЭС в 30-х годах, текущая мощность порядка 3 мегаватт. Пейзаж, как по мне, был лучше на предыдущих, зато на дамбе есть стреловой кран «Пионер». А вон и фабрика сразу тут же. Она, скорее всего, вообще была едва ли не связана каким-то мостом. Кратенько глянем, что осталось от целлюлозного завода. Еще позапрошлого века. Но фабрика-то на самом деле нифига себе тут была по размеру. Башню явно пытались эксплуатировать уже в 21 веке, судя по остаткам утеплителя. А вот кирпичная домовая труба вполне себе используется и в наши дни вместо вышки связи. Бумажный завод начали строить здесь в 1893 году на месте пилорамы. В 1908 все сгорело и все перестроили из атмосфернейшего красного кирпича. Вот уж действительно строили на века. Но электричество вся эта штука требовала немало. Уже 100 лет назад завод выпускал 6000 тонн упаковки, коробок и бумаги. К 1960-м это был уже целый целлюлозно-бумажный комбинат, который просуществовал вплоть до 1988 года. Так что в некоторых зданиях... Тут-то внутри понятно, что нету вообще ничего уже очень давно. А в соседнем цеху... Как будто бы даже было недавно обитаемо. И несмотря на дырки в крыше и потолке лежат остатки оборудования. Предположу, что эти полусферы нужны были для измельчения целлюлозы, но если что, поправьте. Ну а мы продолжим свой путь вокруг Ладожского озера. Да, где дорога-то? Ах да, вот же она. Типа шел такой по лесу, а тут фигак лестница. Как там это, шок-контент? Шел по лесу, нашел лестницу. Нашел заброшенный храм. Что нас ждет внутри? А, нифига, я думал, лестница из дерева. Она, так нормально из бетона. Поднимаемся мы к остаткам церкви у деревни Кителя. Старая церковь сгорела в 1901 и на ее месте построили в 1907 новую церковь святого Михаила и Ильи Пророка. Как понимаете по названию, православную. Ну и, понятное дело, деревянную. Причем я был уверен, что это фундамент кирхи, в смысле католического строения. Да и в интернете так тоже пишут. Ну окей, ладно я. Вот же целый указатель с надписью «Кирха». Возможно, у местных слово «церковь» и «храм» — это просто одно и то же. Но, судя по этим березам и елкам, развалены они очень давно. Именно так. В ходе Советско-финской войны сие заведение сгорело. Нам же осталась лишь лестница вверх посреди леса и возможность походить по фундаменту. Это типа сланца камень. Знаешь, что еще водится в сланцевых породах? Нефть. И не только, но об этом буквально через пару секунд. Не будем задерживаться, церкви в разном сохране можно найти много где. А вот следующая локация — это прям супер экзотично. Обычная лесная карельская дорога очень многолюдна и наполнена какими-то звуками. Звуками добычи камня. Перед вами кительское месторождение альмандинов. Если по-простому, то это красно-фиолетовый и твердый гранат. Местные еще в 16 веке заметили прикольные камешки и начали их продавать купцам. Сейчас мы что-нибудь будем добывать. Чуть позже шведы приняли их за дорогостоящие рубины и развернули нормальную такую добычу траншейным методом. Вроде как по преданиям даже шведы вставляли наиболее ценные камни в короны своих правителей. Месторождение очень богатое, и даже сегодня можно просто потереть каменюку и увидеть маленькие зерна граната, которые не собрали за прошлые века. Ну или берем камень, что-то вроде кирки, обнажаем мягкий сланец, твердые гранаты будут на отколе. Далее точными ударами молотка по-стамески вытаскиваем камушек, стараясь его не расколоть и случайно по нему не попасть. Процесс азартный и в то же время очень медитативный. Короче, я раздолбил вот этот вот кусочек кварца из вот этой вот породы. И вот наш искомый друг пирожок, который осталось отсюда очень аккуратно вынести при помощи точных ударов. Изъятие прошло успешно. Меня забавляет мысль об уникальности данного мероприятия. Ну вот где еще так можно? Уже к 18 веку стало понятно, что никакой особой ювелирной ценности эти камни не представляют, поскольку содержат много дефектов, и поэтому их невозможно огранить. И никакой промысловой добычи тут не ведется уже 200 лет. Кстати, по закону гранат не является драгоценным камнем. Вот такой вот мем. Но на всякий случай все добытые камушки оставим тут же. Этот вариант тихой охоты затянул меня на пару часов. И не
кисло так пробудил аппетит, ибо физическая активность. Так что время небольшого привала. Какая Карелия без водопадов? Переместимся еще на десяток километров вдоль Ладоги. Слышно, что шумит. Да, причем справа-то вода достаточно спокойная. На байдарке, мне кажется, тут не пройдешь. Если надо было бы описать Карелию одной картинкой, то я бы выбрал, наверное, вот эту. А вот и искомый водопад – Нижний Кайриное. На этом месте 1842 по 1895 годы работал олово-медиплавильный завод. Собственно, на этих очень геометричных плитах и размещался завод, который назывался Митрофановским. Состоял он из обогатительной деревянной фабрики 30 на 15 метров, плавильни и плотины. Обогатительная фабрика как раз стояла на том островке. Из воды до сих пор торчат гнилые стволы фундамента. Как вы понимаете, никакой ГЭС в середине 19 века еще не было. Энергия вот этого сумасшедшего потока приводила в действие рудобойный молот для дробления породы, решета для ее просеивания и всякие другие вспомогательные механизмы. Руду же привозили из местного рудника в 8 километрах отсюда. Завод супер долго и мучительно строили, но в результате в середине 19 века он выплавил 8 тонн олова. И это прям успешный успех по тем временам. Пора домой. Тут и заканчивается наше небольшое автопутешествие, причем в сторону Питера абсолютно без разницы ехать вдоль озера по часовой или против часовой стрелки. По дороге заглянем разве что посмотреть на лютеранскую кирху в Приозерске, ну, так сказать, скомпенсировать. Ну, а дальше Питер и дорог домой. Теперь официально Москва — это не Россия. Таким образом, на круг поездочка вышла 2177 километров. Для всех желающих повторить путешествие закину карту с геометками точек в свой телеграм-канал. Ну, может, вам пригодится, заодно загляните. Всего хорошего и до встречи. Пока.